Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий в августе 2026. Что ожидает ваш знак зодиака? Каков ключ к решению, возможно, вашей главной проблемы? Давайте с вами узнаем. Именно судьбоносным поворотным месяцем тоже может быть август. И почему? А у нас с вами происходит коридор затмений. И причем начинается с солнечного затмения во Льве. Это происходит 12 числа. И завершается частичным лунным затмением 28 числа в знаке Рыбы. Но в промежутке, именно в самом коридоре, у нас будет дата 18 августа, когда кармические узлы меняют свою ось. И если прежде это была ось, когда Дева, знак Дева, там находился северный узел, или северный узел, то, что прогрессирующая, как прогрессивная сила, и убывающая сила в знаке Рыбы, то теперь это меняется, у нас это происходит, северный узел в Водолее, а южный у нас во Льве. Перезагрузка какая-то, мои дорогие. И если энергия Льва, да, мы говорим солнечное затмение, нам придает импульс или как какое-то приносит внезапное событие, с которым будут связаны, может быть, наши вопросы, как самовыражение, или наша какая-то мечта, но точно так же это у нас может быть связаны вопросы с детьми, с семьей, с любовью, то кармические узлы смены именно этих узлов нас вынуждает как сделать некоторую перезагрузку внутреннюю, эмоциональную. Что-то нас прежде радовало, вдохновляло, а теперь это тоже меняется. И вот здесь могут быть какие-то поворотные события или ваши собственные решения и осознание, как приходит другое, своего предназначения, своей миссии. Ну и все завершается, как я уже сказала, 28 числа, частичное затмение лунное в Рыбах. Это своего рода освобождение. Может совпадать в этот период как получение каких-то новостей или когда вы узнаете то, что прежде было тайной, за 7 печатями. Вот здесь такое тоже может быть. Или какая-то запутанная история сама словно стремится, чтобы перестать быть запутанной, или из какого-то сложного положения, чтобы вы могли выйти и в конечном итоге как пространство подводит какую-то жизненную ситуацию к финалу. Ну вот давайте будем с вами узнавать. И у нас пасьянс, помним, показывает именно события, показывает, рассказывает. И это лишь, мои дорогие, прелюдия. Это только смена декораций. То есть это то, что вас ожидает с начала месяца. Я вам скажу, что вас ожидает. В самое начало месяца у вас исполняется какое-то желание. Но я должна еще и добавить, что корабль один из символов Меркурия. И это перемены, мои дорогие. Поэтому с переменами может быть связано получение какого-то известия. Но в целом хочется сказать, потому что у вас совпадает, как и корабль, смотрите, у вас еще совпадает свеча, спокойное течение жизни. Поэтому я тут больше вижу, что если только сами скорпионы что-то передумают, переиграют, как-то видоизменить, возможно, вам захочется некоторые пункты в вашей жизни. Причем, скорее всего, те цепи, это сердечная тяжесть, или по тому вопросу прояснить, может быть, ситуацию, обстоятельства, информацию найти. И у вас это получится, главное. Потому что на смену, вот это ведь не есть что-то материальное. Это наша такая предрасположенность. Мы в ком-то можем сомневаться или думать, что «ай, вот у меня не получится какое-то дело». А тут нам все карты говорят «да у тебя тут спокойно, Скорпион, что-то получится». Давайте пойдем дальше. Добрая энергия. Добрая энергия в вашей жизни. Тут, знаете, какая-то связь, которую, вы никак не прекратите. Вот смотрите, узел, прочная связь. Конечно, у кого-то проиграется в личной жизни, у кого-то, может быть, это и в плане бизнеса, работы. Но уже явно есть какой-то еще один человек, с которым, по крайней мере, на ближайшее время, на ближайший месяц контакты будут продолжены. Мельница, пустые разговоры. То есть, вот смотрите, может быть, какие-то пустые разговоры как раз и создают для вас
ну, не объективную какую-то ситуацию, а наоборот вносят путаницу. И вам, может быть, через какие-то беседы или, может быть, дополнительно вы будете искать информацию, но в конечном итоге вот этот корабль и это исполнение желаний, причем в таком спокойном режиме, потому что свеча какой-то вопрос для себя прояснить и с чем-то явно тут определиться вы сможете. Ладно, что нам еще расскажут, что нам еще покажут? Ух ты как! Солнце, мои дорогие! Это новое качество жизни. Вы часто слышите выбор правильного направления. Солнце нам как подсвечивает, еще и денежки, мои дорогие. Когда в пасьянсе деньги выпадают, это конкретно деньги, значит какая-то сумма. Может быть и хорошая такая большая сумма, которая обрадует скорпионов. Или вы можете решить какой-то, может быть, вопрос, который связан с финансами, финансовыми документами. Вообще волшебно, исполнение желаний. Вот смотрите, начинается, когда мы каким-то самокопанием начинаем заниматься. Или когда мы уже, ну как голову, да, сломали. Вот есть такое выражение, лучше не скажешь, потому что и так думали, и эдак думали, ничего не придумали. Ну, может быть, так, рационально подойдя к какому-то вопросу, посмотрите. Тут есть путаница, вот эта мельница, пустые разговоры выпала не случайно, как тень на плетень, да, может быть, кто-то наводит. Может быть, это у кого-то из вас, вот какая-то путаница создалась прежде, да, может быть, на вас навалилось словно много разных событий, и пришлось сразу как в разные стороны, да, идти, ну или заниматься разными делами, и одно не оставишь без внимания, и второе требует именно вашего участия, но есть еще что-то третье, которое ждет своей очереди. Упорядочиваете вы свою жизнь в течение августа, вот это факт. Причем Скорпион остается довольным, да, тут есть чему радоваться. Я бы сказала, исполнение желания – это как прелюдия только чего-то значительно большего, чего-то значительно важного, потому что Солнце. И вот будьте внимательны к августу, потому как все события августа для вас будут своеобразной прелюдией того, чем вы будете заниматься в последующие 6-8 месяцев. Какое-то важное решение, возможно, вам придется принимать. Но деньги, когда это уже само по себе приятно, более того, какие-то могут быть новости, действительно касаемые вашей личной жизни, дома, вашего места проживания. Потому что подкова, раньше это был символ как на счастье, на удачу, да? А у нас еще год лошади, поэтому, ну, вот такая символика, она все-таки присутствует в вашем раскладе. Но если мы о пасьянсе, в старинном цыганском, то прописано значение семейное счастье. Правда, в личной жизни тут у вас что-то может выстраиваться очень даже и интересно. Или когда, я понимаю, мы все разные, но, вы знаете, какого-то покоя на душе будет больше. Как, может быть, и некоторые дистанции своей жизни вы тоже вот так уравновесите, будете понимать, что же зачем следует, чем вам нужно заниматься, ну, именно по времени, да, или чему отдать предпочтение в первую очередь, а что-то во вторую, что-то в третью, да. Вот больше толков, больше смысла, больше спокойствия, больше уверенности в дне как сегодняшнем, так и завтрашнем. А ведь кто-то может добиваться вашего сердца, мои дорогие любимые скорпионы. Тут какая-то история для тех, кто в паре. Может быть, как чувства вспыхнули с новой силой. Не исключаю. А для кого-то из вас, вот у вас еще выпадает флирт. Именно кот ознаменует флирт. Иногда это может быть и какое-то знакомство. Может быть, не исключаю. И как кто-то добивается сердца. Может быть, это для тех, кто один или одна, совершенно случайно, даже занимаясь какими-то делами. Вы можете с кем-то познакомиться. Настроение у вас будет хорошее, мои дорогие. Когда кот выпадает, это всегда и вдохновение присутствует, и мы как на эмоциональном душевном подъеме. Можно сказать, что начало месяца, ну, по крайней мере, так вот стандартно мы берем, да, для вас, скорпионы. Но, правда, какие-то добрые энергии вас сопровождать уже готовы в течение всего августа. Ну и пока я с вами говорила, пересматриваю, что мы тут можем еще соединить. А соединить мы можем те значения, которые у нас по вертикали и по горизонтали. Но вот я пока не вижу больше совпадений. Нет, вот уже в самом центре вижу. Правда, кому-то не обойтись без каких-то согласований. Книга – это учреждение, организация, как, может быть, чиновники, казенный дом, да, мы говорим. То есть тот дом, куда мы идем, может быть,
ну, затем, чтобы прояснить ситуацию, как в отношении нас работает закон, или оформить какой-то документ, или что-то еще разузнать. Ну, тут разное, у каждого что-то будет свое. Может быть, это и банки, потому что рядом у нас именно деньги. Какие-то темы, которые, может быть, касаются именно банковских услуг, у кого-то кредитов, погашения или, может быть, взятия. Опять же, перекладывайте на себя, берите от нашего расклада лишь то, что откликается в вашей душе. Давайте пойдем дальше. Уже все вроде я пересмотрела, много значений. Очень интересно. Итак, что же нового придет в вашу жизнь, на ваш порог, мои дорогие любимые скорпионы? Может быть, это и есть как своеобразный ключ или поворотный момент в августе месяце. Следующая карта. Кто проявит себя неожиданно? Или что? Какое дело вам придется им заниматься, в отношении вот чего, какая сфера жизни? То есть не сможем мы это как бы отмахнуться, сказать, что нет, это не имеет значения. Следующая карта. Так вот, а что же прояснится в течение августа? Какие дороги откроются перед скорпионами? Что или кто изменит ваши планы? Чем запомнится вам август месяц и что нужно взять с собой в будущее? И последняя карта, как карта совет, ну и к чему же приготовиться, что будет дальше? Итак, элемент новизны. Что спешит на ваш порог? Прояснение какой-то истории. Причем вы будете победителем. Да, 6 у нас всегда число победителя, если мы по нумерологии где-то карты Таро. 6 – это вершина активности, поэтому вы могли заниматься каким-то вопросом, но, знаете, все шло в какую-то растяжку, все не приходило как, может быть, и ясность, кстати, по какому-то конкретному делу. Или когда и вам надо было определиться, а вот как-то были какие-то нюансы в вашей жизни, когда определиться было сложно. Вот тут на место как бы того, что было запутано, вот как тучи, да, уже выглядывает солнце. Давайте достанем дополнительную карту. Что же нового придет на ваш порог? Смотрите, дружба. Какой-то важный контакт, важный человек, а ведь правда. У кого-то может состояться такое знакомство, которое вам принесет перемены. Вы можете, я не исключаю, что для кого-то у нас такой с вами период, когда Плутон находится в ретро-движении до середины октября, то есть середины осени, а Сатурн тоже в ретро-движении и до 11 декабря, представляете, почти до конца года. О чем это может свидетельствовать? Что какие-то прежние отношения, они будут продолжены, мои дорогие, мы от этого не откажемся. Тут у судьбы свои планы. И может быть, вот именно как какая-то дружба, какие-то взаимоотношения, может быть и партнерские, у кого-то личная жизнь, когда были некоторые запутанные темы. Вы, кстати, сможете проговорить, тогда примите к сведению, что идеальное, у нас в самом начале доброе время, в начале месяца, именно на какие-то переговоры. И в то же время, как не замечтаться, а сделать что-то с позиции практики. Венера у нас по 6 августа находится в знаке зодиака Дева. А Дева – это такой строгий бухгалтер, который что-то подсчитывает, да? Может быть, по финансам вы тут что-то и будете менять или задумаете. Но после Венера переходит с 7 числа в Весы, и это уже контакты, договоренности, какие-то компромиссы, может быть, очень важные, или соглашения, или, может быть, важные беседы. И вот если мы говорим для соглашений, для бесед, у нас наступит прекрасное время, даже когда со сложными людьми мы сможем договориться, по крайней мере, мы будем услышаны. И это у нас будет с 12 по утро 17 августа. Может быть, кому-то как подсказка. И вот явно вот нам говорит, что нового. Тут какая-то перезагрузка по личной жизни, либо для кого-то знакомство. Но, может быть, я даже не исключаю, что вопросы работы. И тогда вот собака – это друг. Тут что-то доброе, надежное, хорошее в виде человека или буквально в виде, может быть, какой-то персоны, которая вам оказывает содействие, причем делает это искренне. Искренне, и у нас эта колода Чиромаркетти, обратите внимание, без поводка, как будто снят ошейник, и тем не менее собачка в зубах держит этот ошейник, как будто
Я готов с тобой дружить, я тебе доверяю. Вот здесь вопросы доверия, верности, мои дорогие. Ну, давайте на Таро лучше мы с вами посмотрим. Еще дополнительные карты достанем. С чем это связано все же? Какие темы? Личная жизнь или, может быть, согласование, финансы? Что нового придет в вашу жизнь? Вообще, собака в колоде Ленорман одна из лучших карт. У кого-то дорога. Может быть, дорога или какое-то ваше важное решение по части работы. Это карта заслуженного успеха. Но по ней мы как важный выбор какой-то делаем. Словно отплываем от прежнего берега. Один цикл жизни нашей завершается, и совсем скоро начнется новый. Но мы в этом принимаем непосредственное участие. Здесь и ваше решение, потому что это карта мужества. На что-то вам придется решиться, может быть, это от вас. Тут будет зависеть какая-то история. Ну, на кону же солнце, мои дорогие скорпионы. Опять же, у вас два солнца, посмотрите, как волшебно. Вот вы не уйдете от какого-то разворота, такого судьбоносного, как в чем-то расчищает вам путь судьба, но в чем-то дает и буквально сразу шанс. Поэтому будьте внимательны к августу месяцу. На вас могут оказывать влияние те перемены, которые происходят в жизни людей вашего окружения. Такой у нас период. А также, знаете, как события могут тоже где-то расчищать для вас траекторию. И здесь, скорее всего, вам придется принимать важные решения. Два солнца определенно. Кстати, иногда солнце как свидетельствует о нашем эго. Хотим или не хотим, но здесь же нельзя от этого отказаться. И вот, кстати, шестерка мечей. Тут правда может быть такой выбор, когда нам может что-то не нравиться. Или, если даже и нравится, то вы что-то не можете просчитать. Или в каком-то деле не будет гарантий. Слушайте свою интуицию, она вам будет давать правильные подсказки. Я бы сказала, тут сомнения могут быть, потому что тучи, потому что прежде какой-то вопрос не решался. Или прежде какой-то был опыт, не самый веселый, будем говорить. А здесь вот все равно какая-то ситуация выравнивается. Хочется сказать только одно, чтобы скорпионы были счастливы. Где-то вам помогает в прояснении того или иного вопроса сама энергетика лунного затмения в знаке зодиака Рыбы, смягчая, может быть, некоторые позиции, которые прежде вы воспринимали слишком остро. Кто проявит себя неожиданно или что не оставит вас равнодушным? Вот тут по-разному. Аркан Змея, конечно, может говорить о том, что не замечтайся, кто-то за тобой может наблюдать, или вы узнаете, правда, какую-то тайну. То есть змея это всегда наблюдает, да? Не действует. Что-то задумал человек, но себя еще никак не проявил. Мы можем думать о нем разное, мы можем относиться как и хорошо, так и плохо, но наверняка мы чего-то не знаем. То есть всегда эта карта говорит, что будь внимателен. Но не все люди, братья, все же на всякий случай должна предупредить. Но ведь иногда эта карта говорит о страстной любви. Вот давайте мы узнаем, о чем же эта карта говорит. Так наверняка. Запасемся, может быть, так на всякий случай. Вот смотрите, вы тут, правда, можете как и прояснить что-то, может быть, какая-то правда о человеке в течение августа вы узнаете. Или будете принимать важное решение по части своей личной жизни. Вот я больше вижу так. Как будто хочется максимально от каких-то сюрпризов скорпионам отойти, или если они какое-то время присутствовали в вашей жизни, неожиданные события, то тогда вам захочется еще и одновременно что-то прояснить. Может быть и такая ситуация, кстати, если мы спросили, кто проявит себя неожиданно, здесь может быть как раз тот человек, когда вы узнаете в каком-то разговоре, правду от него. Или он проболтается, точно. Тут будет что-то такое, как я больше вижу, взаимодействие с конкретной персоной. Когда скорпионы узнают какую-то информацию, эта информация вас может отчасти словно ставить, знаете, как в ситуацию выбора. Вы будете какое-то время буквально думать, как вам поступить. Вам может что-то не нравиться, мои дорогие, но тем не менее якорь выпал. Поэтому тут может быть какая-то история, которая поначалу
ну, не вызывает ни вдохновения, может быть, даже и словно нас вот так вот ставит на паузу, да, вот смотрите, семерка пентаклей. Здесь может быть даже ситуация, которая связана, знаете, с чем? Вот что, как неожиданно. У кого-то банально неожиданно вопросы связанные, вот, кстати, может быть, с организациями, с какими-то документами, когда вам нужно и согласовать, и узнать ту информацию, которая, ну, как долженствующая, та, которая надежная. Вот вы что-то такое будете для себя прояснять. Ну, хорошо. Так, а почему? Почему это нельзя игнорировать? А тем не менее, даже в какой-то путанице для вас шанс. Туз Пентакли – это всегда шанс. Но, может быть, какое-то дело не идет слишком быстро. Какое-то, к примеру, оформление документов, которое вы думали, это произойдет быстрее, а это будет происходить по какому-то регламенту. Вот есть какой-то момент, вы предполагали, что какая-то тема, вопрос решится за более короткий срок, а здесь нет. Вам могли, допустим, по какому-то вопросу, ну как, донести информацию, что ты это сделаешь легко, а когда вы приступите к этому делу, вы поймете, а ничего не легко. Тут придется именно либо и договариваться, либо ожидать придется какой-то бумаги или определенного срока, пока вот, ну, это вот вы не можете изменить, потому что часто я по семерке пентаклей говорю как ожидание. Наша девушка пришла как будто собрать в этот сад богатый урожай, но смотрит на эти яблоки и понимает, не, зеленоватые, надо еще за этим садом ухаживать, нужно подождать, пока они созреют. Вот что-то подобное, какой-то вопрос, он словно должен созреть, или вы должны дождаться конкретной даты. Но это нельзя никак проигнорировать, не, знаете, не отказаться, не вынести какой-то вердикт, а, ну, типа, пошло бы оно все, да? Ну, я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Нет, от этого зависит ваш шанс и плюс какая-то уверенность, надежность, ваша безопасность, мои дорогие. Вот что-то такое. И это, конечно, вас не оставит равнодушными. Что прояснится? Какие дороги откроются? А те, которые были закрыты, я уже говорила. Не случайно у вас как и тучи, так и гора. Это всегда препятствие. Но как по тучам нам говорит, это не на постоянно, это на временно. Так и гора, мы можем ее обойти. Но, может быть, для этого вам придется, ну, как найти какую-то информацию, кстати, или к этому, если мы говорим, что прояснится. Здесь может проясниться очень быстро какой-то вопрос, потому что вы какой-то как молниеносное известие можете получить. Вполне вероятно, для кого-то из вас – может быть, вы и видите, что какой-то период нужно ожидать, и, возможно, это каких-то соглашений касается, карта выбора влюбленная, у кого-то личной жизни. Но, видимо, вам во благо. Вы не можете это изменить. Старший аркан как будто говорит, ну что да, сам как и выбор присутствует, так и где-то может быть ожидание. Вы по пятерке пентаклей, у кого-то из вас будет проигрываться, правда, ситуация, которая касается финансов. Это прежде, словно, или, может быть, какое-то время до этого момента, вам, может быть, приходилось в какой-то беседе, ну, договариваться с конкретным человеком. Может быть, человек вам сказал, ну, я подумаю, например, да? А ответа так вы и не получили. И вы воспринимаете вот то, что у вас как зависло, словно вот эта гора преграда. И, может быть, вы уже думаете, что я откажусь от этого. Тоже не торопитесь, мои дорогие. Так все же, какие дороги откроются перед вами? Но вот какую-то дорогу все-таки вы откроете. Вот смотрите, мои дорогие скорпионы, два старших аркана, влюбленный и отшельник. Для кого-то будет решаться вопрос по личной жизни. И здесь может быть даже та история, как преграда. У кого-то напрямую. Может быть, как расстояние вам мешает, да? Может быть, вы в разных странах, в разных городах. И может быть еще к тому же какая-то прежняя история, которая была на грани того, что вы друг друга не поняли. Или вы посчитали, что даже какие-то отношения, ну, словно все, они завершились. У кого-то был период одиночество, может быть и так,
когда или сознательного, или так обстоятельства как будто сложились. Вот что-то вы, то, что касается именно вашего сольного варианта, будете здесь передумывать. Вот это факт. Это и будет означать по аркану влюбленная какой-то выбор. Потому что вот как был отшельником, а теперь как будто стоит вопрос быть в паре, может быть даже так. Или с кем-то какой-то союз заключить. Может быть, это и по работе, я не исключаю. Но, конечно, аркан влюбленный в первую очередь. И у вас тут такие карты выпадают, которые дом и семья, да, то есть личная жизнь, она присутствует. И тем более карта собака. Но просто мы все разные. Но вот этот выбор, он определенно есть. И, может быть, вы кому-то не доверяете или есть... Ну, вот ваш собственный план. А когда вдвое, это всегда... Ну, нам приходится собственные планы корректировать, хотим мы или нет. Двое – это уже не один, да. И это, тем не менее, вас тоже может останавливать, словно меня это может сдерживать, да. Скорпион не любит, когда его в какие-то рамки кто-то пытается поместить. Ну, вообще никто не любит, конечно. Но вы можете такие ограничения как-то по-особенному чувствовать. Вот что-то такое... И вот буду благодарна вашим комментариям, но вы от этого не уйдете. Был один и стало двое. Или какой-то вопрос, пусть вы будете даже с кем-то обсуждать и для себя решать. Я не могу сказать, что это будет для вас просто, кстати. Потому что, умом вы будете понимать, что именно сейчас вам это соглашение совершенно необходимо. Тут конкретный человек как будто участвует в том, какая дорога новая перед вами открывается. Но этот выбор, он как вы с одним соглашаетесь или на один какой-то вариант соглашаетесь, а от чего-то вы отказываетесь. Вот правда, мои дорогие скорпионы, прочитайте астрологический прогноз на моем сайте. Он уже давно опубликован для всех знаков зодиака. И там я вот как раз из колоды, здесь у вас карта восьмерка чаш, это мы когда, с одной стороны, есть выбор, или мы ищем выход из создавшегося положения, и мы обязательно находим. Но если я вот о конкретной колоде, сейчас я найду эту карту, которую я буквально на сайте оставила, прикрепила к этой статье. Вот, обратите внимание, эта карта у нас развилка, да, то, что в банальной колоде чаще называется, Чаромаркетти изобразил как лестницу. И вот у нас вот коридор этих затмений, когда открывается одна дверь, но вторую дверь мы закрываем сами. И вот как раз это изображено. Какую-то часть своего жизненного пути мы прошли как по прямой относительной траектории. И вот именно теперь, момент X, момент какого-то выбора важного, когда не получится по этим двум ступеням, двум лестницам, единственное, вот как я говорила, с 12 по утро 17, мы как будто можем так чуть-чуть заглянуть, чтобы понимать, мы готовы что-то закрыть, мы готовы вот с каким-то вопросом, разобраться или, может быть, даже уже закрыть какую-то тему для того, чтобы уже дальше продолжать путь, так вот более уверенно, не метаться, будем говорить, между вот этими двумя дверями и вот этим сложным выбором. Но тем не менее, вот выбор, он будет в вашей жизни присутствовать. Правда, прочитайте мою статью, потому что мой гороскоп, потому что я тут вижу, тем более у вас восьмерка чаш, тут у вас на кону может стоять что-то очень важное. И выбор по той ситуации, которую вам она знакома. Это факт. Так вот тогда спросим, что или кто изменит ваши планы? Карта ребенка. У кого-то может напрямую проиграться. Ожидание ребенка. Я понимаю, что не для всех, но может быть для кого-то актуально. Или история с детьми. Для кого-то новый проект. Потому что это всегда элемент новизны. Здесь может быть и человек, кстати, соответствует это валет пик. А валет пик – это тот человек, который быстро меняет мнение. Вот так вот, если мы в общих чертах. Поэтому что или кто изменит ваши планы? Тут действительно люди оказывают влияние на вас, на вашу жизнь и на то, что вы себе распланировали. Стало быть, придется где-то вносить коррективы, будьте к этому готовы. Кто или что изменит ваши планы? Перевернула колоду. А вот правда, посмотрите, сбор урожая. Но коса, нам говорят, будь осторожен, потому что можно и пораниться. Но как будто время подведения итогов.
опять же, две двери, мои дорогие. С одной стороны итог, да, урожай мы уже собрали, что? И все, да. Как бы мы завершили какой-то цикл. А если у вас тут выпадало солнце, два солнца, и нам выпадает в колоде Ленорман звезды, это тоже правильное направление, лет на 10-20. Вот вы с чем-то так определяетесь, что меняет ваши планы не только на 6-8 месяцев, а, возможно, в некоторых вопросах вы будете такие фундаментальные решения какие-то принимать, которые окажут влияние на качество вашей жизни. Не только на короткий период, полгода, но и на долгий период. Это очень символично, потому что Юпитер у нас во Льве. Это не только к львам относится, это к каждому из знаков зодиака. У каждого своя сфера жизни. И я могу сказать, что Юпитер во Льве перед каждым из нас открывает траекторию в 12 лет. Но из этих 12 лет будет важен первый год, а из этого первого года первые полгода. По сути, 6-8 месяцев. О чем мы с вами говорили. Будут меняться ваши планы. Может быть, так вот обстоятельства, люди, так события складываются вокруг вас. Ну и плюс ваше желание. Ваше желание, как и что-то продолжить или что-то завершить. Давайте мы еще дополнительное. Что же изменит или кто ваши планы? Карта мага иногда проигрывается, кстати, пусть не в этой колоде, но в принципе по магу это у нас идет девы или близнецы. Меркурий, мы с вами говорили, тут у вас корабль выпадал, да? Это один из символов Меркурия. И Меркурий может говорить о том, что перемены, может быть, как предвестники, предпосылки, они уже с первых дней августа будут присутствовать в вашей жизни. Но я всегда говорю, по магу это карта Скорпиона, потому что это что-то непознанное. Это то, что нужно прочувствовать именно интуитивно. А чуйка у Скорпиона, она особенная. Вы, мои дорогие маги и волшебники, но ведь говорит это о чем? Что какая-то ситуация может быть непростая. Да, вы выйдете победителем, да, вы решите какую-то тему для себя в плюс или так, чтобы Скорпион был и доволен, и счастлив, и что-то вот у него тут получилось и на материальном плане, но и в каких-то проектах на будущее. Но у вас определенно что-то получится. Но сказать, что это легко, я не могу. Но вам, как высшие силы, помогают. Давайте узнаем, чем запомнится вам август. Судьба. Вот по этой карте идет именно крест, это как судьба. Что нужно взять с собой в будущее из августа? Королева перьев. Я не исключаю, кстати, может быть и правда есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Может быть и так, или имеет там асцендент. Для кого-то из вас что нужно взять? Это вопросы карьеры, которые вам придется решать. Или вопросы, которые связаны, может быть, с какими-то бумагами, документами, согласованиями и личной жизнью. Или какой-то темой, которая касается лично вас, то, что вам дорого, любимо и приятно. Но, тем не менее, рационализм все-таки королева мечей говорит о том, что вам придется самостоятельно какой-то вопрос решать, и он будет зависеть целиком и полностью от вашего желания. Но вы все равно остаетесь довольны. Туз чаш, карта счастья. Тут вам действительно сама судьба помогает, чтобы Скорпион был счастливым. И даже если вот счастье, личная жизнь, любовь, а если вы один или одна, ну, может быть, вы будете решать такой серьезный вопрос, а стоит ли мне, как мне вот поступить, или как мне, может быть, уйти от сольного варианта, завершить свое одиночество. Тогда верьте, мои дорогие, что в августе, как само пространство, Вселенная за вас. Так вот, к чему же приготовиться? Карта совет. Ну да, вот тут не обойдешься без того, что нам как вычистить нужно свое пространство, плеть и метла. Так и нам еще и себя заставить нужно. Значит, какие-то темы, как я уже говорила, не решаются сами по себе, требуют вашего участия. И это участие может быть, знаете, таким, когда вам даже не хочется чем-то заниматься, а придется себя заставлять. Или какую-то тему, может быть, Скорпион и отложил бы на потом. Глядишь, само решилось. Так ведь тоже бывает, правда?
А тут вот нет, будьте готовы к тому, что и это мы смотрим ведь на будущее, что будет продолжаться. То есть, видимо, может быть, не только в августе, а уже потом и в сентябре ваша планета-управитель Плутон. И нам ведь тоже говорит по ретро-Плутону, что если у вас возник какой-то вопрос, проблема, тема, и она, кстати, могла сформироваться на конец мая или даже на начало июня, то в течение лета ты ее решишь. По крайней мере, к середине осени, к тому, когда Плутон выйдет в прямое движение. Да, но вот пока, видимо, вы до середины, там, по-моему, до 18 октября у нас ретро-Плутон, и вы можете где-то чувствовать, что вот этот выбор мне как-то сложно совершить. Будьте к этому готовы. И придется с кем-то договариваться. Ну, железно, это точно. Личная жизнь, опять же, карта ностальгия. Но тут какие-то темы по личной жизни, которые могут перемежаться с темами по финансам, кстати. И может быть такой, ну, какой-то разговор, когда и на чистоту вроде бы потребуется проговорить некоторые вопросы, которые касаются финансов, потому что всегда, где финансы, там требуется четкость, там без иллюзий. Но дело все в том, что вам как будто между двумя плоскостями, ну как по Венере, с одной стороны чувства, с другой стороны деньги. А тут не выбирать надо, тут нужно очень рационально что-то сложить воедино. Какое-то важное решение, которое будет следовать за августом месяцем, может быть, и сформируется на конец августа, но в любом случае вас как высшие силы поддерживают. Шикарные карты, мои дорогие. Маг и 2 солнца. Оно того стоит. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, правда люблю. И вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы. Всего